Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 января. Давайте с вами узнаем о событиях будущего. Позволим картам раскрыть последовательность того, что будет происходить в этот период или чем вам придется заниматься. Конечно, останемся реалистами, безусловно, но я так надеюсь, что мы таки проведем с вами приятное время, а вы люди интуитивные, какую-то подсказку все же вы получите. И у нас две колоды. Первая колода — 78 дверей. Открыты двери или закрыты. Может быть, и куда-то мы сами не пойдем, махнем рукой и скажем: да ну его. Правда? Так тоже бывает. Ну, давайте не задаем вопросов. Просто позволим картам нам что-то подсказать, да, как знак судьбы, первый знак судьбы. Или это как события какие-то, да, которые произойдут, случатся. Второй, третий знак судьбы. Так что или кто спешит в вашу жизнь, на ваш порог? С чем или с кем будут, может быть, связаны события? Или, как, знаете, ну, главное событие, ключевое, чем вам придется заниматься в эту декаду? И достанем карту неожиданности. Вот с какими неожиданностями вас может свести судьба. И в чем ваша фортуна, то есть в чем вам повезет, в чем ваши сильные позиции, сильные стороны. И по основным сферам жизни давайте с вами достанем три карты. И первое, что ждет ваш знак зодиака с 20 по 30 января в любви, в личной жизни, в делах сердечных. Что ждет или чего ждать в сфере финансов до конца января? И что ждет в части ваших планов, каких-то наметок, может быть, и договоренностей, важных встреч или документов. Давайте смотрим первый знак судьбы. Вообще, люблю эту карту, правда? Во-первых, четверка жезлов — это как четыре столпа. Это надежность, это якорь, это теплый, уютный дом. И мы говорим, открыты двери или закрыты? Закрыты двери, но все, кто нужно, они уже в сборе, они уже дома. А двери закрываем, чтобы никто не мешал. Вот что-то такое. Есть у вас какое-то, может быть, радостное событие, или, может быть, когда у вас удается осуществить какое-то дело, потому что все-таки жезлы, дела, работа, бизнес, откуда к нам приходят деньги. Хотя я не исключаю, вопросы по жилью у кого-то тоже могут решаться. Или, ну, как бы быть вот-вот, да, вы, по крайней мере, можете, ну, где-то ощущать, может быть, какая-то тема для вас, именно которая связана с домом. Она как будто, ну, или получила развитие, или вроде имеет варианты быть решенной. Но, повторюсь, добрая карта. Я часто говорю, праздник после победы. Второй знак судьбы. То есть тут уж что-то такое у вас стабильно хорошее, по крайней мере. В эту декаду что-то вас будет радовать. Восьмерка жезлов. Часто ведь карта скорости. А вот здесь нам, посмотрите, двери открыты как бы, да. Мы можем их, они приоткрыты, но вот так как-то прорисовано. Но самое главное — найти тут не столько те двери, которые, окружают нас именно в этом помещении, а как в принципе найти ключ к решению задачи или ключ открыть какую-то, может быть, дверь, какую-то договоренность получить или важную бумагу подписать. Часто, пусть не в этой колоде, мы говорим о том, что это карта скорости. Когда вот, ну, буквально, нам нужно действовать как-то. И в некоторых колодах восьмерка жезлов точно так же карта трансформации. Как информация, или какая-то новость врывается в вашу жизнь, и мы это не можем отложить на потом. Нам с этим нужно взаимодействовать прямо сейчас. И более того, и определиться еще ведь тоже следует. Поэтому будьте где-то готовы. Это как знак судьбы, что вот такая метаморфоза. Собирались или уже как будто сами себе план составили, но, значит, какие-то в виде, может быть, даже новостей, когда собрался быстро и куда-то поехал. И нельзя отложить опять же на потом, потому что эта карта, она где-то подразумевает: куй железо, пока горячо, но договариваться придется, дипломатом быть придется. Третий знак судьбы. Но тут все вот что-то во благо. Даже если и приходят какие-то неожиданности, да, если вот нужно переместиться, с кем-то встретиться, договориться, какая-то важная беседа у вас должна состояться, то вам все во благо. Все равно что-то стабилизируется. Может быть, конкретный даже человек. Король Пентаклей — это люди ресурсные. Часто это люди, которые работают сами на себя. Может быть, это где-то прообраз вас самих, да?
в том контексте, когда вы решаете вопросы, именно связанные с финансами. Может быть, и с домом, но где-то это пересекается с финансами. Но точно так же я могу предположить, у каждого тут по-своему. К примеру, когда нужно посетить налоговую, заполнить декларацию, почему нет, переписать какой-то отчет. И это где-то связано с деньгами или поступлением денег. Хотя часто по королю Пентакли это наши близкие, супруги. Может быть, это у кого-то конкретный человек. Пусть нет у вас семьи, а есть взаимодействие с конкретным человеком, который даже рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Или это люди, которые занимают ответственный пост. Может быть и так, официальные какие-то лица. Но тогда вы что-то и решаете, и тем самым укрепляете свое положение. Тут у нас дверь сейфа практически вот так открывает король Пентаклей и вот как будто проверяет содержимое этого сейфа. Поэтому вполне вероятно, это какое-то взаимодействие с человеком, даже для кого-то в плане помощи вам. Да, тут консерватизм, он присутствует в этой карте. С вдохновением у него никак у короля Пентаклей. Но с другой стороны, это те люди, которые могут прийти на взаимовыручку и помощь. Это те люди, которые, они знают цену победам, они знают цену заработкам. Да, пусть они очень продуманные где-то, и, может быть, это не нравится, но зато в сложное время с таким человеком всегда надежно. Ну, может быть, и так вот у кого-то именно проигрывается. Ладно, так что или кто спешит в вашу жизнь? Да это мы никуда не спешим. Вот, и вот и все, я бы сказала, да. Искусство мелких шагов, чаще я говорю по этой карте. Но наступает, или вы приближаетесь к тому моменту, когда все-таки идти вперед придется. С чем это связано? Ну да, отшельник, никуда вы не торопитесь. Может быть, вот так вот, да, мне и в этом месте очень хорошо. Может быть, дома хорошо, у кого-то работа может быть на дому. И я тут все контролирую, и зачем это мне куда-то там надо торопиться. Но, тем не менее, мы несколько подзастряли, две карты об этом. Иногда мы уходим как в оборону по девятке жезлов, и это совершенно необходимо, потому что наступает время, как будто себя сохранять. Но это не длится вечно, бесконечно. Но теперь уже, когда вот эта карта выпадает, наступает время идти вперед. Уже в прошлом, нам говорит карта, ты сделал все, что мог. Может быть, вы где-то и переосмысляете, чем вы наперед будете заниматься. И тогда примите во внимание, это вот что спешит на ваш порог. Здесь может быть даже ваш какой-то инсайт, идея. Ее нужно как до ума довести. Нельзя оставить на какое-то, знаете, бессрочное существование или куда-то переложить дальний угол стола и забыть об этом. Нет, тут именно наступает время вам с чем-то определяться. Может быть, это какая-то идея, которую вы никому не говорили. Все-таки отшельник– это философ. Я должна сказать, люблю вот эту карту отшельник, потому что никто не мешает. Вот вам сейчас никто не мешает, но вы могли несколько привыкнуть к этому состоянию. А нам карта говорит, вообще-то тебе драйв бы какой-то не помешал. Может быть, это в виде обучения. Иногда такое проходит, шестерка мечей. И я говорю часто, даже как вторичный доход, допустим, работа в интернет или посредством интернет, или какие-то цифровые технологии, потому что в шестерке мечей всегда присутствует пространство, эфир, да? Ну, стало быть, где-то рядом и интернет. И кто-то может начать именно изучение чего-либо, изучение языков, а у кого-то язык программирования или освоение каких-то навыков, ресурсов. У кого-то даже, может быть, стоит совершить какое-то путешествие, может быть, доготовить к чему-то документы. Возможно, у вас какой-то переезд тоже планируется. И, ну, тут мы все разные. Хотя точно так же я не исключаю, что, может быть, и к вам кто-то собирается. Или ваша какая-то планируемая поездка. Но она не прямо вот сейчас, в эти 10 дней. Скорее всего, это то, что вы можете надумать, да, вот кто или что. Да, человек может к вам приезжать, вполне вероятно. Но тогда, скорее всего, это будет какое-то приятное общение. Вот я вижу именно так. Может быть, и встреча родственников, правда? Почему нет? Но, может быть, и вам как бы обратное приглашение куда-то отправиться. Вот для вас сейчас любой драйв– это лучше, нежели застой. Вам ничто не мешает. Может быть, какое-то время вы так и уединились.
потому что было сложно или какая-то обстановка, вот она больше диктовала себя сохранять. Но как будто теперь уже пора выходить на авансцену, потому что подзастряли в отшельнике, мои дорогие, неожиданности. По пажу кубков, пажи — это у нас вестники, поэтому у кого-то это будет радостная новость, может быть, именно потому, что кто-то приезжает или рассматривает вариант, а не поехать ли мне, а вы будете рады видеть этого человека. Это могут быть добрые сведения от детей, от ваших близких. По пажам это наши дети, пусть даже взрослые, да? Ну, может, у кого-то племянники, у кого-то внуки, почему нет? Если бы мы спросили, каковы неожиданности, да какие-то радостные неожиданности спешат в вашу жизнь. А что это? Знаете, вот тем не менее нам карта говорит, по семерке жезлов это ведь пытаются нас, ну, как будто присоединить к какому-то действию или к какому-то делу, или чтобы мы в чем-то проучаствовали. А вообще-то мы по этой карте, ну, больше анализируем, а нам это нужно или нет. Мы сохраняем себя. Может быть, это кто-то пытается и на вас ряд забот переложить. Почему нет? И для вас это будет неожиданно. Я даже могу, да, так сказать, что вы можете запланировать какое-то путешествие, поездку или какое-то именно ваше дело, задачу, а тут может кто-то вот так зненацку появиться, или вы узнаете новость, что к вам кто-то собирается ехать, и вы встанете на выборе, что же это мне делать. Я не могу сказать, что вы должны бросить свои планы и скорее перестроиться так, как это кому-то выгодно, удобно. Конечно, если вы хотите видеть этого человека, то тут, скорее всего, вы будете что-то предпринимать или ожидать. Но двойка жезлов нам говорит о какой-то уже известной истории, там ничего нового. Да, это вот иногда я все же вижу в неожиданностях, как будто, знаете, у кого-то может быть вот такая метаморфоза. Вы долгое время, да, вот как немножко сами по себе были. И у вас может произойти, вот, может быть, вас самих, такая перемена глубокая, что хватит мне сидеть чего-то ждать. И вы начнете именно планировать. Может быть, короткая куда-то поездку, путешествие. И вдруг в неожиданностях вам кто-то звонит, пишет, что «а я к тебе приеду», а прежних договоренностей нет. И вы можете вот так вот перечеркнуть все свои планы и сказать «ну хорошо». Потому что королева кубков, а это ваша карта, мои дорогие, это карта ожидания. Причем иногда это то ожидание, которое до самопожертвования доходит. Что я имею в виду? А это какая-то затянувшаяся история. И причем и получается, что вы, вот как семерка жезлов, заложник чьего-либо удобства или какой-то ситуации, куда вас пытаются влечь, потому что там вы зачем-то нужны, может быть и правда ваша помощь, но себя нельзя, понимаете? Как будто ты теряешь время. Ты теряешь время, превращаясь, ну вот буквально в этого отшельника, мои дорогие. Поэтому тут вот до самоотречения тут точно нет. В чем ваша фортуна? Вот если знаете как, есть такая поговорка: подумав, решайся, а решившись, не думай. То есть, если вы выбрали какую-то стезю или поставили себе какой-то план, вот здесь нужна твердость. Туз мечей. Какой-то выход из лабиринта, он должен быть закончен. Да, по этой карте это и еще и, к примеру, умение кому-то сказать «нет», например. Причем красиво, элегантно, без споров. Сказать, что, может быть, это кто-то говорит первый раз в жизни: «Ты знаешь, не могу, у меня свои планы». И для кого-то эта фраза, она немыслима. Я вполне такое допускаю. Поверьте, это некоторая победа над собой будет. И правда, куда-то вот вам как будто свой какой-то план нужно осуществить, а вы несколько можете подзастрять в том, что кому-то, может быть, и удобно, или в целом пусть это даже приносит вам покой, гармонию, но все карты говорят, ты мог несколько подзабыть о самом себе или самой себе. Тебя не радует, тебя как будто радость исчезла из жизни. Вот так. Я боялась эту фразу сказать, но ведь правда, несмотря на то, что как раз радость-то это присутствует. Но она, эта радость, она, это, знаете, не совсем то, что вас питает, вдохновляет. Да, вы радуетесь, но что лично для вас? Луна. Я часто говорю по тузу мечей, что это выход из лабиринта. У вас какой-то лабиринт должен закончиться, это точно. Или, как знаете,
повторение пройденного, может быть, многократно, какая-то затянувшаяся история, или когда вам самим словно уже пора выходить вот из этих сумерок. На что-то действительно надо и решить что-то, да, или самому решиться и всегда сделать первый шаг. Причем, скорее всего, компромиссы вам будут необходимы, и у вас получится, у вас с Луной, мои дорогие, свои взаимоотношения. Это светило ваше, как планета-управитель. Поэтому интуиция вам тут будет давать правильные подсказки. Вам и как бы поссориться нельзя, но поэтому у вас эта дипломатия будет на высокой октаве. И словно пройти, вот как между, да. Вы можете бояться чего-то. Вот милый котик смотрит в пруд, боже, там пума целая. И понимаете, вот у страха глаза велики. Вам действительно сохранять себя нужно. Но сохранение это не значит, что мы постоянно себе отказываем в чем-то или сами отказываемся. Нет, тут наступает время выхода из какой-то путаницы. И, конечно, это подразумевает какой-то очень такой взвешенный шаг, продуманный, когда, может быть, где-то закончатся ваши страхи. Любовь, личная жизнь, королева жезлов. Может быть, и есть люди, непосредственно ваши партнеры по браку или просто, может быть, брака нет, это ваша история. Когда человек, и рожден он под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, но это люди всегда немножко на своей волне. Все-таки жезлы и королева жезлов– это такая бизнес-вумен. И это неплохо, это нехорошо. А, Это, знаете, это как бы никак. У человека, у каждого из нас есть свои какие-то приоритеты, планы. И мы не можем говорить человеку, что он должен делать или чего делать не должен. Он будет поступать по-своему. Но, может быть, действительно, у кого-то из близких такой человек, который с головой ушел в работу. Или там на работе какая-то обстановка такова, что больше времени приходится уделять. Хотя эта карта нам тоже, где-то мы ведь на вас смотрим, правда? И она вам предлагает быть в тех же энергиях, между прочим, на своей волне. Королева жезлов умеет хранить молчание. Она и свои, и чужие тайны умеет хранить. Но, первое, она правильно работает с информацией, поэтому где-то вам, может быть, и придется, вот чтобы тут с чем-то разобраться, правильно оценить информацию или добыть недостающие какие-то сведения, но и правильно распоряжается деньгами. Вот здесь есть как и аналитика, почему-то это касается личной жизни, но точно так же тема и финансов. И вообще-то, мои дорогие мужчины, это может быть какая-то женщина, которая вам интересна, и страстное такое увлечение. Мои дорогие девочки, это вы можете быть, или как душа просит, вот мне сейчас каким-то своим проектом заняться. Я такого не исключаю. Ну, давайте еще достанем карту. Девятка кубков. Да, тут правда для кого-то из вас тема денег, финансов, работы на первом месте. Для кого-то и так. Может быть, это даже, знаете как, вот именно работа, финансы, вам хочется, где-то вы подзастряли именно в работе. Может быть, для кого-то именно по работе. Тут что-то будет меняться, и вам, чтобы рассмотреть какие-то альтернативные варианты, как мы говорим, да, у нас тут в мире скоро много чего будет меняться, но какой-то запасной даже аэродром, допустим, продумать, у кого бизнес свой личный, допустим, или личное дело. Может быть, вот эту поездку совершенно необходимо осуществить, как в разведку, да? А мы тут вот все равно мы должны отойти от какого-то прежнего шаблона. Но вот финансовая история, конечно, вас будет радовать. Может быть, это какой-то близкий человек будет вам помогать, а может быть, и вы кому-то помогаете все-таки. Этого я не исключаю. Вот, наверное, у каждого здесь по-разному. Но единственное, по этой карте, может и закраться такая мысль: "А почему со мной партнер? А уж не из-за финансового ли положения?" Вот я такое тоже не исключаю. Давайте мы совет достанем. Как-то тут не совсем понятно. Прям как по судьбе кармические отношения, карта Иерофант. И тут, правда, вопросы либо тех пар, которые вместе уже давно, но, может быть, вы и не проживаете вместе, но, может быть, встречаетесь или планируете. Или действительно это семья. Вот тут какая-то история, когда в паре именно, наверное, я обрисовала,
Это когда люди друг друга знают. Это уже явно не один и день, и не один год, а у кого-то десятилетия, быть может и так. Но, знаете, ведь мы все разные, правда? Ведь так вот, если разобраться, может быть и правда, все хорошо, потому что первая карта четверка жезлов, девятка кубков– это вот именно достаток, обеспечение, финансы, хоть и кубки вроде, но тут приятные эмоции именно потому, что достаток есть, понимаете? Вот откуда они к нам приходят. Да и у иерофанта все под контролем. Я, конечно, могу допустить, что для кого-то из вас, те, кто долгое время встречался, здесь могут быть важные разговоры о том, чтобы уже, ну, может быть, и оформить отношения. Потому что все же первая карта– это больше про семью и про дом. Хотя для тех, кто один или одна, ну, тут мы тоже могли подзастрять именно в вопросах работы. Я знаю, что и среди вас есть такие одиночки. Именно когда вам некогда скучать, у вас много разных планов. Вот часто это люди, которые много перемещаются, путешествуют или пусть не путешествуют, но у них вот именно есть какой-то свой интерес. Но, может быть, и карты нас все-таки оборачивают в ту историю, которая, вот чего просит ваша душа. Вот именно этого вам никак нельзя сейчас упустить. Финансы, ну, карта мир. Правда, у кого-то может быть как подготовка к цифровизации, да, вот переходу на цифровые деньги, будем говорить, или какие-то системы, новые системы взаиморасчетов. Я говорила, что мы тут можем что-то изучать. Но по аркану мир деньги есть, деньги будут. Может быть, тут даже какая-то сумма такая значительная, которую вы ждали какое-то время, она задерживалась, а здесь она вас находит. Но это все касается именно заработанного, потому что это все таки старший аркан, последний, то есть это мы прошли какой-то путь, что-то мы предпринимали. Но тут явно финансовая история будет вас, скорее всего, радовать. А если у кого-то сложно сейчас, значит, есть те люди, которые вам помогут. И вот на ваши достижения все равно вот есть какая-то тема, которую вы все время откладывали на потом. Вы знаете себя на второе место, а кого-то на первое. Свои дела на второе, а чьи-то на первое. По тройке мечей вот это же всегда прошлое, прошлая ситуация. Хотя карта, тройка, всегда на будущее. Вот вам нельзя повторить какой-то прошлый печальный опыт. Вам, правда, наступило время, вот если мы спросили, что или кто спешит в вашу жизнь. Я сказала, да это вы никуда не спешите. А вот, может быть, надо спешить, чтобы поставить какую-то точку под какой-то грустной ситуацией самому или самой с чем-то определиться. Не повторить какой-то печальный опыт. Потому что, может быть, потом он нас словно отбросит назад, и мы снова уйдем в отшельника. А вот именно с 20 по 30 января этот период благоприятствует лично вам, вашей душе, вашим каким-то планам, вашим задумкам. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на телеграм-канал, я вам буду искренне рада. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.